Всем привет! В этом видео я расскажу о скрытых возможностях инструмента RSFix, о том, как масштабировать изображение с увеличением детализации, а также как посредственную картинку превратить в настоящий шедевр. Будет интересно. Погнали! Запустив веб-интерфейс, нас встречает обычное меню RSFix. Давайте включим его расширенные возможности. Для этого переходим в настройки. Здесь ищем UI альтернатив и ставим галочки напротив RSFix Show Hires Checkpoint и HRSFix Show Hires Prompt. Нажимаем «Применить» и перезапускаем веб-интерфейс. После перезапуска веб-интерфейса открываем меню HRSFix и видим, что нам стал доступен расширенный функционал. Давайте рассмотрим его поподробнее. Итак, по порядку, из чего состоит меню HRSFix. Первое – это выпадающее меню выбора апскейлера. Некоторое количество апскейлеров уже присутствует внутри веб-интерфейса Automatic 11.11, но также можно скачать и дополнительные, воспользовавшись сторонними ресурсами, к примеру сайт OpenModelDB. Здесь огромное количество апскейлеров, и можно сразу посмотреть, на что специализирован тот или иной апскейлер. Также можно воспользоваться моей страничкой в Патреоне. Здесь можно скачать любой апскейлер из тех, которыми пользуюсь я, либо же все сразу. Устанавливаются они достаточно просто. Переходим в корневую папку Stable Diffusion. Там ищем папочку модели. Внутри папки модели папка SRGAN. Закидываем в нее скачанную модель апскейлера. После чего перезапускаем. Либо же, если у вас не был запущен веб-интерфейс, запускаем и пользуемся. Далее у нас идут ползунки, отвечающие за коэффициент масштабирования, количество шагов высокого разрешения, коэффициент шумоподавления, а также по умолчанию два неактивных ползунка, отвечающих за размер изображения по ширине и по высоте. Если мы будем здесь вводить значения, они становятся активными. Из расширенного функционала нам теперь доступно еще 4 поля. Два из них это выпадающее меню выбора модели и выбора сэмплера. Еще два поля для написания позитивного и негативного промпта. В качестве примера будем использовать вот это изображение. Это у нас старик, поле, тяжелая работа, жаркий солнечный день, морщины, улыбка и еще немного корректирующего промпта и негативный промпт. Сначала давайте разберемся, за что отвечает и на что влияет каждый элемент меню HRSFix. Итак, апскейлеры. Нужно понимать, что апскейлер – это мини-нейросеть со своей специализацией, ориентированную на отрисовку лиц, графики, шумоподавление, работу с текстом и прочее. Для хорошего результата нужно подобрать и соответствующий апскейлер. Давайте посмотрим на примеры их работы. А в качестве примера у нас споки Стартрека. Размер изображения 720 на 1280 пикселей. Это изображение я апскейлил в 1,5 раза до состояния 1080 на 1920 пикселей, то есть до Full HD. Я выбрал несколько встроенных апскейлеров и еще парочку доустановленных. Давайте по порядку. Первый, он же стоит по умолчанию в Automatic 11.11, Latent. Следующий RSRGAN 4X, LDSR, это встроенные были. И теперь доустановлены 4X SRGAN, 4X UltraSharp. Это также два очень популярных апскейлера. Все они работают достаточно хорошо. Конкретно в этом варианте мне понравился, как сработал LDSR. Вот этот вот. Но также могу сказать, что 4X SRGAN это также отличный апскейлер. Он мне очень нравится. Хорошо работает с реалистичными изображениями. И также 4X UltraSharp подходит как для рисованной графики, так и для реалистичных изображений. Немножко увеличивает еще и резкость. Вернемся к нашему дедушке. Следующий на очереди у нас количество шагов высокого разрешения. Я рекомендую всегда ставить по умолчанию 10. Больше смысла ставить нету, разве что если вы увеличиваете изображение более чем в 2К, то есть 2К, 4К там, или еще больше изображения, но тогда есть смысл увеличить количество шагов. Также количество шагов можно увеличить, если у вас значение шумоподавления выше 7.
До этого значения вы разницы никакой не увидите. Поэтому и увеличивать количество шагов нет никакого смысла. Шумоподавление и как оно влияет на итоговое изображение. Я вот сделал примерчик и давайте рассмотрим его подробно. Количество шагов, как мы видим, здесь 10. Если бы здесь было даже 30-40, разницы никакой бы не было. Шумоподавление 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Только на 0,5 идут какие-то небольшие изменения в изображении. То есть тут пуговка немножко изменилась, там еще где-то какая-то деталька, но несущественная. На 0,6 мы уже видим меняющееся изображение. То есть здесь уже и рубаха поплыла, и пиджачок тут немножко сморщился, и лицо немножко уже в сторону поехало. То есть есть уже изменения. В значении 0,7 уже значительные изменения в изображении. То есть мы видим, здесь и одежда поменялась, расположение, складки и все прочее. И лицо изменилось. В значении 0,8 уже просто другое изображение фактически. Конечно, корявенькое. 0,9 появился хвостик, длинные волосы, вытянулась шея и сбилась плечо, вниз уехала. И в значении на единице у нас просто здесь уже какая-то карикатура. Если вы хотите сгенерировать нечто смешное, карикатурное, это ваш вариант. Воспользуемся расширенным функционалом и напишем дополнительный позитивный и негативный промпт. Посмотрим, что с этого получится. В позитивном промпте пишем детализированный, частично дублируем промпт из первичного. Старик, поле, тяжелая работа, жаркий день, морщины, улыбка и еще немножко дополнительного позитивного промпта. Также делаем акценты на негативном промпте. И как можем видеть, в результате изменения несущественны. Те же карикатуры, те же лица. И теперь, наконец, начинается магия. Давайте посмотрим, что будет, если мы напишем в позитивном промпте то, что не соответствует данному изображению. А именно, укажем стиль, Dark Noir, RAW фото, старик оставляем, пишем дальше, киберпанк, ночной город, приглушенный свет, дождь, которого нету на фото, холодный туман, реалистичный, фото, экстремальная детализация и средний контраст. В негативном промпте добавляем еще солнечный день, то есть чтобы не было солнечного дня. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилось у нас следующее. До 4 шагов никаких изменений, но далее смотрим шумоподавление 0,5, 0,6. Видим, что у нас изображение старика стало темнее. 0,7 появился дождь, мокрая одежда. Изображение стало более контрастным. 0,8 мокрая одежда, дождь. Прям офигенное изображение. На 0,9 немножко неестественное уже изображение. И если мы поставим единицу, уже действительно киберпанковский город, старик, или фотоаппарат, то ли что-то подобное. И если мы укажем в позитивном промпте, что это у нас 3D, а не фото, мы получаем 3D. Если мы пишем картюн, там толстые линии и прочее, line art, получаем вот такое изображение. Но если мы вместо старика напишем, что это женщина, мы получим женщину. Теперь давайте сравним три варианта. В первом, как вы помните, мы ничего не писали. Во втором мы писали то, что соответствует исходному изображению. И в третьем варианте писали то, что не соответствует исходному изображению. Итак, мы видим, что здесь вариант без промпта. Здесь аналогичный промпт. И в этом варианте у нас другой промпт. Тот, который не соответствует изображению. В выборку я взял все с одинаковым количеством шумоподавления изображения. То есть 10 шагов и шумоподавление 0,4. Вариант с шумоподавлением 0,5. Видим, что у нас уже пошло изменение в лучшую сторону.
И здесь вот прям уже оригинальное изображение. Шумоподавление 0,6. Я бы рекомендовал всегда, если вы генерите нечто прикольное, хотите получить, то ставить шумоподавление на 0,6. Если, конечно, вы не хотите просто апскейлить изображение. То есть, если вы хотите, не хотите, чтобы были изменения в изображении, а просто апскейлите, достаточно указывать шумоподавление от 0,3 до 0,5. Ну, в идеале 0,4. Шумоподавление 0,7. Такой вот 0,8. Помним эти карикатурные рожицы. Здесь все еще угрюмое лицо. И если единица, видим результат. Как использовать эти знания в повседневной работе? Допустим, у нас есть вот такое изображение. Это у нас женщина, длинные волосы, повседневная одежда, интригующий портрет и эффект боке. Из негативного это исключим 3D, рисунок, аниме, комикс, картун мультяшный, скетч, плохое качество и низкое качество. Первое, что нам необходимо с этим изображением сделать, это увеличить его масштаб. Включаем HRSFix, выбираем Upscaler. Я пользуюсь 4X SRGAN. Увеличиваем изображение в 1,5 раза. 20 шагов для того, чтобы было сравнивать с чем, потому как мы в дальнейшем будем вносить сильные изменения и будем использовать именно 20 шагов. Шумоподавление 0,35, чтобы изображение не изменилось. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Получился вот такой вот результат. Можно было бы увеличить изображение еще больше, но это было бы дольше. Для примера видео этого более чем достаточно. Воспользуемся расширенным функционалом HRSFix и напишем дополнительный промпт. Dark Noir, RAW фото, женщину оставляем. Пишем черные волосы. Здесь мы не указывали, какие волосы. Черная вуаль, черное платье, ночной лес, дождь. И далее дописываем реалистичный, экстремальная детализация, средний контраст и сияющие голубые глаза. И мокрый. В негативном промпте пишем Sunny Day, чтобы не было солнечного дня. Неэстетичный. Ну и остальные уже по желанию. 3D, аниме, картун и прочее. И получаем следующее. Вот это у нас изображение после апскейла. Это у нас с шагом 20 и шумоподавлением 0,6. Вот такой результат. Дождь. Платье еще не черное. И еще не ночь. Вот это у нас шумоподавление 0,7. Уже ближе к ночи. Платье стало еще темнее. Но из-за того, что указано в промпте голубые глаза, платье все еще с голубым оттенком. И если мы укажем шумоподавление 0,8, тогда у нас появляется уже и черная вуаль, и черное платье, и все еще голубые глаза. Но при этом фигура стала более вытянутая и шея очень длинная. То есть диспропорция пошла. В варианте 0,9 у нас немножко съехала голова вниз, то есть мы видим, и плечо изменило свое расположение. То есть ключица здесь, а плечо уехало вниз. Соответственно, нас это не устраивает. Как это исправить? Достаточно просто. Берем вот это изображение, закидываем его в Photoshop и рисуем контур. Почему? Потому что для исправления фигуры мы воспользуемся Ctrl-Net, включим. И здесь выбираем Scribble in Sketch. Как пользоваться Scribble in Sketch, есть отдельное видео на канале. Ссылочка будет где-то здесь вверху. Так что посмотрите. Также я приложу в описании. Выбираем здесь Scribble XDoc. И здесь выбираем Sketch. После того, как мы в Photoshop обвели контур нашего изображения, не нужно стараться. Абсолютно. То есть мышкой, хоть у меня есть планшет, там не нужно ничего вырисовывать. Это только для того, чтобы сохранить силуэт. Добавляем сюда наш скетч. И в итоге мы получаем... Вот это у нас было последнее изображение. Это у нас без скетча. И вот это вот у нас изображение со скетчем.
Также я еще использовал IP-адаптер для того, чтобы сохранить лицо. То есть подключаем вторым юнитом еще один ControlNet, выбираем IP-адаптер, здесь Face ID плюс и выбираем Face ID плюс версия 2. Как этим воспользоваться, будет отдельное видео. Здесь необходимо еще выбрать также лору Face ID плюс версия 2 для того, чтобы не пользоваться никаким фейсвапером. С помощью Face ID мы берем просто вот это вот лицо, вырезаем и закидываем, помещаем сюда. После перегонки, соответственно, мы получаем вот такой результат. Можно сравнить с исходным таким вот образом. И видим, что очень похожие. Вы скажете, можно было бы использовать Кенни. Не согласен. При Кенни многие бы детали потерялись. Давайте посмотрим, что будет, если мы пойдем дальше. Это вот вариант наш со скетчами и IP-адаптером. Такой вот результат, если мы увеличим шумоподавление. Также мы можем написать рыжие волосы. То есть легко изменяется все в промпте дополнительном. И можем написать, что это у нас 3D. И что это, допустим, аниме, рисунок. Но мы же можем пойти еще дальше. К примеру, имея вот такое вот фото. А именно это у нас женщина, длинные волосы, повседневная одежда, интригующий портрет, эффект боке. Небольшой негативный промпт. И напишем в дополнительном промпте, что это у нас будет совсем не женщина, а желтый поезд. В киберпанковском стиле. Темная ночь, железнодорожная станция, дождь, реалистичный, экстремальная детализация, средний контраст и мокрый. Также небольшой еще акцентирующий негативный промпт. И посмотрим, что у нас с этого получится. Если мы выкрутим значение шумоподавления на 0,7, мы получим вот такое изображение. Все еще женщина присутствует на фотографии. Но если мы увеличим еще на единицу шумоподавления на 0,8 поставим, то получаем вот такой вот желтый железнодорожный поезд. Ну, качество прикольное. Стилизация хорошая. Вариантов на самом деле неимоверное количество. Можно писать все, что угодно. К примеру, помните нашего старика? Вот в таком вот варианте напишем, что это не мужчина, а поменяем значение на цветы. Мы получим вот такое изображение. Офигенного качества фотография. Просто меняем основной элемент изображения в промпте на другой и радуемся результату. Теперь рассмотрим вариант использования накопленных знаний в работе. Давайте улучшим данную фотографию. Девушка в городе, простой сюжет, достаточно контрастное освещение, не сильно реалистичное. Наполним ее большим количеством деталей и сделаем более реалистичной. Для этого опять же воспользуемся нашим инструментом HRSFix расширенным. Смотрим на наш промпт. Это у нас девушка идет по улице, небоскребы, вид снизу, широкая панорама, жаркий солнечный день, веснушки, улыбка, рыжие волосы и прочее. В дополнительном позитивном промпте напишем черные волосы, улыбка, дождь, детализированный, темная ночь, небоскребы оставим, чтобы был на них акцент. Эстетичный, реалистичный, фотоэффект боке и средний контраст. Все примерно то же, но без дополнительного стиля. Выкрутим значение на 0.6, как я и говорил, для того, чтобы улучшать именно изображение, не просто апскейлить, а улучшать. Это примерно плюс-минус среднее значение. И посмотрим, что получилось. Давайте сравним. Разница существенная. Конечно, можно было бы еще увеличить это изображение. Это у нас Full HD. Довести его до 2К. И потом с помощью SD апскейлера еще донать до 4К.
Тогда вообще получится топчик. Вот так это выглядит, если еще с этим изображением поиграться немножко. Увеличить шумоподавление. Совершенно другая девушка уже на фотографии. Вот такое исходное изображение, это уже другое. И вот такой вот результат. Это именно если мы улучшаем качество. Если мы будем использовать другую модель, допустим, у нас есть вот такое вот исходное изображение. И вот так вот оно выглядит, если мы используем при вторичной обработке дополнительную модель. Изначально мы используем реалистичную, а переключаемся на 3D-шную, к примеру, Dynavision. Вот у нас изображение становится четче, детали намного лучше прорисованы. Ну, изображение близкое именно к 3D-шному. Допустим, у нас есть вот такое изображение. Эта картинка рендерилась на одной модели. Используем сэмплера Oller. И при апскейле мы переключались на другую модель, которая дает больше деталей. И уже использовали 2 МКРАС. Я использовал. Изображение увеличилось до 2К. Видим, насколько уже много деталей. И это уже изображение еще прогнано через SD Upscaler до размера 2250 на 4000. Вот еще различные примеры. Здесь также Upscale до 2К, шумоподавление 0,5, шумоподавление 0,6. Это без использования вторичной модели, просто на одной модели. 0,7. Здесь же, конечно, гипердетализация, наверное, даже излишняя. Я бы на вот таком варианте остановился. Опять же 0,6, 0,7, 0,8. Перед сзади уже робот какой-то появился. Немножко ноги ехали вниз. И в значении 0,9 появилась третья нога, чем уже появляются артефакты. Теперь просто посмотрим мои работы. Я их так наклепал на скорую руку, чтобы вам показать. Допустим, вот такое невзрачное изображение. 720 на 1280 пикселей. Увеличиваем изображение до 4К. Получаем достаточно качественную картинку. Пальчиками, конечно, есть небольшие вопросы, но в целом неплохо. Вот прикольная картинка, мне понравилась, но лицо здесь, конечно, искаженное. Опять же, увеличиваем до 2К. Вполне себе хороший результат. Не обязательно это может быть персонаж, это может быть и какой-то ландшафт. Допустим, такой вот. И если мы его апскейлим, там уже мини-город какой-то, здесь куча деталей. Такое здесь несколько будет. К примеру, еще Wi-Fi. И после апскейла вот еще опять же с лицом проблема. Но после апскейла во всех этих вариантах это используется дополнительный промпт. Искусственным выглядит лицо. Теперь как?
Здесь вообще ужас. Теперь вполне себе. Насколько плохое лицо было. То, что некоторые изображения более насыщенные, это использовалась просто другая вая. Есть вая, которая более контрастным делает изображение. В автомобиле вполне себе неплохо получается после использования дополнительного промпта. Очень хорошо прорисовываются там колеса и прочее. Сейчас мы это увидим. Вот, к примеру, какой-то скайфайный киберпанковский броневик, грузовик. Фэнтезийные персонажи. Сколько детализировано. Вот такой вот чудик. Видим, что у него и зубы какие-то слипшиеся. В общем, странный. Апскейла, все отлично. На ожерелье, опять же, не смотрите, это не цель была. Вот, казалось бы, темненькая картинка, можно спокойно удалять. А нет, после апскейла очень даже. Вот такой вот чудик. Патюля. Дракончик. Вот про что я говорил. Вот автомобиль, к примеру. Вот такой вот полицейский автомобиль. Видим, что здесь вот проблема с дисками, но опять же, если играться с шумоподавлением, можно и улучшить качество картинки, и также подобрать хороший вариант для обработки дисков. Вот этот еще не сильно. В этом варианте мне нравятся эти диски. Можно с этим работать уже в InPaint. Такая полицейская машина. Здесь вообще отлично получилось. Вот какие были диски и какие стали. Претор это я в промпте писал. Вот этот вариант мне вообще понравился очень сильно. Прям у многих моделей с колесами как раз очень большие проблемы. А на этом все. Подписывайся на канал, ставь лайк и до новых встреч. Пока-пока.